Здравствуйте, с вами снова Татьяна Бейко. И так как многим полюбилась очень вот эта техника, как создать цветок, но это было в технике заливка акрилом. Здесь же никакой заливки не будет, будет акрил, но техника, в принципе, та же самая. Я буду использовать веревочку. Не знаю, может быть, я и сцепью тоже. Но холст у меня здесь 50 на 20. Так что для одного цветочка здесь вот как раз хорошо. Итак, значит, тут у меня холст. Здесь уже что-то было. Он у меня не свеженький. Я покрыла опять все черной краской акриловой. Полностью высохла. И вот сейчас начинаю. В принципе, у вас может быть белый холст. Все равно. У меня есть вот такая вот краска черная. Она уже готовая. Вот. Краски должно быть много. Вот. Хорошим таким слоем я покрыла. Здесь совсем не обязательно, чтобы было ровненько-ровненько. Если вот так текстурно будет, это будет еще интереснее. Для белой вот я буду использовать вот такую белую. Так, и добавляю воду. Консистенция очень густых сливок. Так, сколько веревки надо? Ну вот 2 длины это точно. Я бы даже взяла 3. На всякий случай. Так, ну вот и опускаю веревочку сюда. Так, ну если будет капать, то это у нас будут бутончики, даже очень ничего. Но надо определиться. Если очень высоко, тоже не очень симпатично. Наверное, где-то вот здесь точно. Вот так вот. Хороший бутончик. Так. Ну и вот делаем хорошие такие, во-первых, между этими промежутки. И, естественно, по ширине тоже вот так вот пошире. Вот сюда практически куда-то там выходит. Вот так. И сейчас вот самое главное, вот осторожно, очень-очень медленно. Медленно. И вот стараемся так, чтобы вот было именно вот здесь, если по центру уже ведем, да, чтобы именно вот к центру все это. Не то, что вот в разные стороны у вас эта веревочка, а вот именно, чтобы вот как стебель идет, чтобы вот так вот все шло. Какие интересные, да, прожилочки такие. Очень интересно. Так. Сейчас. Ну что ж, с одной стороны интересно, конечно. Что я сейчас делаю? Я сейчас еще пускай вот это сверху ничего. А я здесь еще попробую с цепью. Но уже другого цвета. Красный, допустим. Красный я такой использую. Так, и сейчас цепь. Так, опускаю в красный. Так. Так, вот так вот, да? И давайте, поехали. Ой, здесь симпатичный красный смешивается с беленьким и черное. Ух.
Так, ну вот здесь вот, оп, интересно. Смотрите, какой эффект интересный. Интересно. Если у нас так вот. Так. Так. О, как интересно. Ага, смотрите. Это забираем все вот так вот. Ух ты! Можно было бы, конечно, даже другим цветом. Ау! О! О! Как... Так. Здесь вот так вот. Оп. И осторожненько так поднимаем. Смотрите. Ух ты, как интересно. Ну, очень даже. Зеленый будет. Вот так вот. Ну, что там, листики должны быть какие-то. Может быть, бутончики. Так. Маленькие. Туда тоже зелень. Обязательно добавим маленький буквально. Ну что, вот там и да, что-то такое непонятное. Значит, сделала. Сейчас мне не нравится. Тогда вот сюда еще один цветочек. Видите, черный уже здесь вот сверху подсыхает, и уже нет вот таких вот между прослоек интересных. Так, ну вот если я, вот видите, мне не остановиться, процарапаю вот так вот мастихином. Так вот. Итак, вот такая вот работа. Очень симпатично, очень все интересно. Сейчас ярко. Ну, конечно же, подожду, когда все высохнет, чтобы вам показать. Здравствуйте, с вами снова Татьяна Бейко. Ну вот, 24 часа прошло. Все абсолютно хорошо высохло. Ну, если у вас толстый слой краски где-то, то лучше всего, конечно, оставить хотя бы на неделю. Хорошо. Будем покрывать лаком. Вот такой кистью. Вот лак. И вот сначала я вот так вот наношу его. Первый слой обычно всегда очень сложно. Не то чтобы сложно, а не так легко нанести, потому что он как бы впитывается, что ли, в холст. А вот уже второй, третий вообще очень-очень легко. Так что вот первым слоем, в принципе,
Вот так вот, да, вот видели во все направления. Поворачиваю холст, смотрю, чтобы везде все было покрыто. Естественно, краешки, особенно, чтобы никаких подтеков не было. Вот так вот. И сейчас в одном направлении, допустим, вот так вот, горизонтально. Видите, краски опять все заиграли. Вот так. И сейчас можно покрыть вторым слоем через 24 часа. Спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, что вам понравилось. И вы обязательно такое попробуйте нарисовать. Очень красиво, естественно, как интерьерная работа. И пишите свои комментарии, пишите свои пожелания. И до скорого. Пока-пока.